Я уже провязала достаточное количество, уже сделала даже одну петельку. И сейчас буду делать вторую петельку. Покажу вам как. Я делаю вертикальные, так как я считаю они более удобные и их не видно в самом изделии. То есть горизонтально ее бы было видно, а так вертикальную ее не видно, так как все петельки идут вверх. Смотрите, у меня планочка состоит из 17 петель. 17 петель. Я провязываю 9 петель. То есть это лицевая сторона. Я провязываю на лицевой стороне 9 петель. Первую снимаю. Изнаночная. Лицевую снимаю. Изнаночная. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8 и 9 последнюю я снимаю. Это у меня первый ряд для пуговиц. Разворачиваю изделие. Теперь вяжу изнаночный ряд. Изнаночный ряд у меня здесь все, как мы вяжем обычно. Изнаночная петля, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Снова переворачиваю изделие и буду вязать третий ряд. То есть мы вот эту часть 9 петель поднимаем вверх. В лицевом ряду я лицевые петли переснимаю, а изнаночные провязываю. Так, провязали. И заканчиваю я вот как раз на лицевой. Четвертый ряд разворачиваю изделие. И вяжу по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и последняя изнаночная. Снова разворачиваю наше изделие. Вот уже видите, образуется дырочка для пуговицы. И продолжаю вязать дальше. Это у меня пятый ряд лицевой. Изнаночная, лицевую снимаю, изнаночная, лицевую переснимаю, переснимаю. Так, все. Значит, я провязала 3 ряда. Вот этой части 3 ряда провязала. Вот можно посчитать 1, 2, 3 по вот этим вытянутым петлям. Значит, смотрите, с какую высоту вы хотите дырочку, эту отверстие, на маленькую пуговичку, на большую, столько рядов вы вот так вот и провязываете. И считаете, сколько рядов, ну, сколько лицевых у вас провязано. Я провязала на 3 лицевых. Раз, два и 3. Вот 3 петельки у меня. 3 вытянутых лицевых петельки. Значит, я делаю 3 накида. Сколько вы привязываете высоту, столько накидов вы делаете. 3 накида я делаю. И продолжаю наше вязание. Дальше уже я изделие не разворачиваю. Мне уже хватает этой дырочки. И я продолжаю вязание по рисунку. Дальше продолжается планка. Я вяжу планку.
Довязываю планку. Все, планку я довязала, и по узору у меня дальше продолжаются петли лицевые. Так я вяжу лицевыми петлями до следующей планки и провязываю следующую планку. До конца изделия вяжу по рисунку. И последняя кромочная изнаночная. Все, это мы провязали так до конца ряда. Разворачиваем наше изделие. Теперь ряд у нас изнаночный. Вяжем по нашему рисунку до вот этих вот петель. До вот этих накидов мы вяжем вот так вот по кругу до вот этих петель. И покажу вам дальше, как провязать эти петли. Здесь все по узору. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязываю я до планки. Вот моя планочка. Начинаю вязать планку. Здесь у меня лицевая, изнаночная. Так. И смотрите, довязала я до накидов, и вот у меня лицевая остается. Что я делаю? Я вот так вот за заднюю стеночку вместе с этим одним накидом провязываю эту одну лицевую. Все, дальше я не вяжу, я разворачиваю изделие. Вот у меня остаются эти два накида. Я разворачиваю изделие и все, и продолжаю вязать в обратном направлении. Продолжаю вязать уже другой лицевой ряд. Довязываю до конца, снова разворачиваю изделие, прохожу назад и также вместе с лицевой провязываю следующую петлю накидную. Снова разворачиваю изделие. И так я буду вязать, пока у меня не закончатся вот эти петли. У меня их 3. Поэтому я так буду делать 3 раза. Когда они закончатся, уже до конца буду довязывать планку. А пока я вот такой делаю прием. И тогда вот эти петли, вот как здесь, они очень аккуратно здесь соединяются. И у нас такое аккуратненькое отверстие для пуговиц. Значит, развернула я изделие и продолжаю вязать. Здесь у меня изнаночная. Дальше я снимаю лицевую, изнаночная, снимаю лицевую. Это у меня лицевой ряд. Все, и дальше петли лицевые до планки. Так я делаю 3 раза. Я надеюсь, вы поняли, да, что я вяжу до конца, потом разворачиваю изделие, вяжу снова, и у меня вот довязываю я опять до этого накида второго и провязываю уже лицевую с этим накидом. Так я вяжу, пока у меня эти накиды не закончатся. Так я вяжу туда-сюда, пока они не закончатся. Довязываю я изнаночный ряд. Начинаю вязать планку. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. И вот я дошла до лицевой, и остается у меня 2 накида. Я провязываю лицевую вместе с этим накидом за заднюю стеночку. Вот так вот. Раз. Провязываю. Все. И снова разворачиваю изделие и вяжу в обратном направлении до конца ряда. И затем снова буду разворачивать, и уже последняя у меня останется. Так же самое я провяжу ее и пойду дальше до конца планки. Сейчас я развернула
и вяжу в обратном направлении. Изнаночная, лицевую переснимаю, изнаночная. И дальше по узору до конца ряда. Довязала я до конца ряда, разворачиваю. У меня сейчас идет изнаночный ряд, и как раз в этом ряду, в изнаночном, я уже в конце буду провязывать последнюю вот эту петлю и до конца идти буду. Дошла я до накида последнего, провязываю вместе с лицевой петлей, и дальше у меня идет изнаночный, я продолжаю уже вязать до конца ряда. И кромочная петля. Вот такое отверстие для пуговиц у нас вышло. Это изнаночная сторона, это лицевая сторона. Вот одна пуговка, вот вторая. Вот это мы вместе с вами провязали. Смотрите, я возвращалась туда-назад вот 3 раза, да, пока у меня не закончились вот эти петли. Если у вас вот это отверстие больше, то вы туда-назад возвращаетесь больше, пока у вас не закончатся вот эти петли. Это у меня было 3 накида, у вас может быть вдруг и 4, и 5, кто хочет, смотря на какую пуговичку. У меня такая средняя пуговица, где-то сантиметров может быть на 2, на 1,5. Поэтому у меня вот такое отверстие. Вот так это будет. Так что вы не забывайте, сколько накидов вы делаете, так вы возвращаетесь назад, пока у вас петли эти не сомкнутся. Это такой самый простой способ сделать такие вертикальные отверстия. Ну, я думаю, он один из лучших способов, потому что он так очень аккуратно делает изделие, и даже не видно, что эти отверстия здесь есть, так как петли идут у нас вертикально.